Привет! Сегодня поговорим о топ-5 приманок по судаку в 2024, начале 2025 года. Особенность моей ловли заключается в том, что я чаще всего ловлю судака всего лишь в двух реках. Это Свислочь в Минске, процентов 90, и Неман Гродно. Поэтому особенность моих приманок, скорее, это стритфишинг. Это небольшие, недолгие рыбалки по 1-2 часика вечерком после работы в ближайшем парке. Если вы хотите более подробно узнать информацию о том, где ловить, как ловить, на что ловить конкретно в Минске, на какие приманки, не только у меня вообще клюют, то вот вам видео здесь, посмотрите его. А сейчас поговорим про топ-5 приманок. Итак, на пятом месте это единственный из Риджей 56-й DR, с заглублением DR. Такой вот расцветки. Очень интересная приманка, идет примерно около 1,20 м глубины. Для большинства мест это идеальная глубина. Просто даем ей играть, спокойное течение, на СПшках хорошо играет, окунь называется и судак. Круглый год, прям вот то, что надо. Одна из лучших приманок. Вообще по риджам чаще всего это 70 или 50 эска, это самая топовая приманка, которую все используют. Ну и их копии от Беркинга, от Касадаки, от Акары, я не знаю, Цуйоки. То есть кого угодно. Все они ловят классно. На втором месте это вобер для холодной воды Evergreen. Это шумовой. Он есть с CBS системой. Это отгруженный правильный, который при проводке описывает правильную игру. Но это конкретно шумовой. Вот шумовой у меня в этом году играл лучше и давал больше результатов именно в начале весны. И осенью давал, когда активные подачи судаков, когда другие приманки попросту не работали вообще. То есть такой универсальный дополнитель к основному сегменту. По проводке данного вобера, значит, неспешная проводка, пауза 5-10 секунд, небольшое поддергивание, у него баланс отменный, он просто замирает как надо и просто парит в воздухе. Почему-то судаку вот нравится его игра, она такая довольно низкоамплитудная, прямолинейная, но классная балансировка, вот прям то, что надо. Эту игру приманки вы сейчас увидите на экране. Данный вобер имеет довольно амплитудную игру, отлично работает по холодной воде, нужно давать паузы, длинные по 3-5 секунд, делать протяжки, равномерку. На третьем месте в этом году почему-то орбиты. Орбит 65 СПшка. Классный вобер, прям ничего не надо, просто закидывайте, то есть паузу он там парит в своем горизонте. Судак атакует. Максимально простая рыбалка. Не знаю, почему в этом году он так выстрелил. Просто ловил меня нещадно, пока не сломался. У него сломалась система заброса. То есть грузик ходит. Все. Это классическая проблема всех орбитов. Как починить, будет в отдельном видео, скорее всего. Может, не будет. Игру приманки вряд ли вы увидите, потому что он не играет. Ну, мы попробуем. Вот. Обратите внимание на очень стабильную игру и отличную балансировку на паузе. Именно на паузе данный вобер раскрывается в полной мере. Проводки можно сделать как равномерную проводку, так стоп and go. На втором месте это Orbit 90 SP. Убийца судака в этом году атакуют как мелкие, так и крупные, до килограмма. 300-400 грамм спокойно атакуют, не боятся этого размера. Работа лучше 80 и 65. Проводка, ну, есть два адепта этой проводки. В принципе, я здесь подробнее показывал видео, поэтому можете посмотреть, как его правильно проводить, чтобы он вам давал отменные поклевки. Игру приманки вы сейчас увидите на экране. Итак, первый тип проводки. Заглубляем немножко его. Вихровый назовем это. То есть медленная проводка, буквально на умирании. Пауза 5 секунд, можно 10 секунд. Данная проводка очень хорошо работает по пассивной рыбе. Это эффект умирающей рыбки. То есть мы небольшими движениями, покачиванием показываем, что рыбка не очень здоровая. И вот на эту поклевку судак очень хорошо реагирует, когда вода достаточно холодная и судак не активен. Протяжками. Мы называем его щербаком, потому что по-другому это щербаков. Ну так говорят, вот местные рыбаки щербаков. Я с ними соглашусь. Так, проводка заключается в чем? Заглубили. Пауза. Протяжку сделали. Выбрали слабину. Ждем. Данный тип проводки протяжками отлично работает в любых условиях, в любую пору года.
трапез применимо как к орбиту, так и к риджу. Просто равномерка. С разными скоростями, с паузой можно делать. Когда судак активный, очень хорошо работает твичинг. Ну и на первом месте у меня воблера с собой нету, но это Daiwa Double Clutch 60 SP. Просто круглый год ловит. Равномерная проводка с паузами. Все, никаких дерганий, ничего. Просто судак будет его атаковать. Потерял его на одной из последних рыбалок, крайних рыбалок, последних рыбалок. К сожалению, воблер снят с производства, найти трудно. Я заказал 2 спицера, мне мой брат Гена, спасибо. Уже прикупил их, поэтому обязательно буду ловить в следующем году. Обратите внимание на стабильную игру на равномерной проводке. Довольно амплитудная, и данный воблер идеально сбалансирован для среднего течения. На быстром течении, к сожалению, сбивается. Ямага. Очень крупный судак взялся. Прям давит меня. Дышим, понял. Пошел. Пока. Так, буквально 2-3 поклевка, проводка, и сразу же есть судачок. Мелкий, но судак. Ловите судака, отпускайте судака. Ни в коем разе не покушайтесь на судака в Свислочи. Помните, это грязная река. Говорят, что судак чистый в этой реке, но я в это особо не верю. Пусть судак живет, растет, он очень быстро набирает массу, и судака довольно много, крупного, но его убивает. Прессинг дикий. В тех местах, где я ловлю, может пройти за день до 20-30 рыбаков. Это печально. Так что все, пока.